Это я где-то в топике, а это Дарья, она в шапке зимней. В общем, мы идем на почту забирать посылочку от моего Тансена. Я не знаю, что мне там такое прислали, но чувствую, что я буду пищать. Знаете, вчера сообщили, что Джаред Лето исчез. Он просто пропал. Он не пришел на репетицию, а потому что я гуляю с ним. Вот он. Видите, это Джаред пошел. Ты поверила мне, моему бреду? Дура! Как легко заставить человека расстроиться. Даже не знаю, что там может быть. У меня есть, конечно, предположение, что там что-то связанное с корейцами. Кто знает, вдруг Лена решила меня удивить. Удивить и прислать альбом Круга. Да. Дарья уже это говорила, когда я выключила камеру. Хо-хо-хо. Потому что я лошара. Heavy metal. Это мой обед. Это Дарья. Короче, вы идите разговаривайте, пока сниму влог. Мы идем пробивать мне ухо. Потому что я написала, что если BTS выиграют хотя бы на одном музыкальном шоу, получат хотя бы одно первое место. Будь здоров! Я пробью себе хрящ, потому что я очень хотела их победы. Но потом я узнала, что они заняли уже 2 или 3 первых места и куча вторых, короче, так что мы сейчас идем пробивать мне хрящ. И мы даже был флешмоб в Твиттере, типа пробьем хрящ за BTS. Я не знаю, кто-то еще пробил или нет, но я точно пробью. Мне немножко страшно, но не страшно, мне вообще все равно. А со мной идут вот мои друзья. Вон тату, смотри, йо, мы идем пробивать мне хрящ. Ага, 90-е, у меня сегодня стиль, да. Вот так. И да, о чем я говорила? Да, теперь мне приходится говорить, что я записалась на завтра, потому что не было свободной записи. Но на самом деле я хотела завтра пробить, сегодня было спонтанное решение. Ну ничего. Это супер красиво, просто нереально. А тут Дарья будет сейчас ехать. Я провела Дарью. Да. Офигеть. И все люди на меня смотрят, что я какая-то дурочка, это самотек снимаю. Круто. Итак, попытка проколоть хрящ, дубль 2. Да, я буду ржать, если, конечно, у меня сегодня не получится это сделать. Вообще, я считаю, что нужно издать в Украине такой закон, который не будет разрешать людям курить на ходу. В Японии, кстати, есть такой закон, запрещающий курить людям на ходу, потому что это отвратительно. Почему я не курю? Я должна дышать дымом людей, которые идут передо мной и курят сигареты. Не знаю, это ненормально. А еще в Японии нельзя курить на ходу, потому что если ты, например, стоишь или идешь и размахиваешь вот так сигаретой, на уровне лица ребенка эта сигарета может оказаться. Поэтому в Японии нельзя курить на ходу. Есть специально отведенные места, по-моему, для этого. Это идеально. В общем, я пришла в тату-салон. Так, рискнем. А если поболее от 1 до 10, то это сколько? Чего? Поболее от 1 до 10, то это сколько? Господи, уже начинаешь считать. Ну, я смогу пошутить. 20. Все, я пробила.
Это произошло так быстро, что я даже не успела понять ничего вообще. Ухо за BTS пробито. Блин, это произошло так быстро, не успела я опомниться, как уже кольцо в ухе. Жесть. А сейчас я хочу пойти перекусить в одном из моих любимых заведений. Но мне немного грустно от того, что я иду туда одна. Как-то Дарья уехала, у Макса свои делишки. Все остальные люди, с которыми я общаюсь, мне, не знаю, даже как-то я так поняла, что мне некому позвонить даже, поговорить. Это грустно. Знакомых вроде куча, а так, чтобы просто позвонить, поговорить. Нет у меня таких людей. И в последнее время я очень часто находилась в большом количестве толпы, очень много общалась с людьми, знакомилась. И теперь, когда у меня такие моменты, что я остаюсь одна, мне становится грустно. Я всю жизнь спокойно переносила одиночество, и мне это даже нравилось. А сейчас мне это совсем не нравится. Блин, я не верю, я пробила хрящ, да. Бантаны, я вас обожаю, это для вас. Ну и для меня, конечно. Кстати, это не больно. Я думала, будет больнее. Но сейчас ухо еще болит, но мне кололи, кстати, прокалывали не пистолетом, а иглой какой-то там штукой, я так и не поняла. Потом на видео посмотрю, что мне там прокалывали. Короче, это реально не так больно, как я думала. Так что, если вы хотите проколоть, то не бойтесь. Дерзайте, go ahead, fight и так далее. Потому что это круто, это здорово делать все, что ты хочешь, и не надо бояться какой-то секундной боли, она не такая уж и страшная. На меня так все смотрят, как я снимаю видео, ла-ла-ла. Еще я хотела зайти в книжный, но я так и не зашла туда почему-то. Я прошла мимо. Вообще обожаю книги. Книги — это любовь, любовь, любовь. Книги — это супер. Но вся проблема в том, что у меня на очереди книг 5 или 6. И я все их поначинала, и они все как-то у меня одновременно, я их читаю. И это ужасно, я ничего не могу толком закончить. Не знаю, надо, в общем, наверное, по одной книжке читать. Хоть больше толку будет. Еще я купила книгу про Стива Джобса, я очень хочу ее прочесть. Но видите, я одеваюсь как Стив Джобс в последнее время. Правда, я не хочу так же закончить. Ну, я, кстати, думала о том, что Стив Джобс, наверное, будет жить вечно. До тех пор, пока будет существовать Apple, ну и планета Земля. Стив Джобс, он просто увековечен в сердцах многих пользователей Apple. Хотя после смерти Apple уже не тот. Мне не нравится, что они делают. Но iPhone 6 я бы купила. Если бы у меня были деньги на него. Вот так. В общем, я иду к Небосу, моему любимому ресторану. Он, кстати, находится на Майдане. Если вы хотите прийти, если вы будете в Киеве, если вы хотите здоровой еды, от которой вы особо не потолстеете и ваше здоровье не ухудшится, то приходите в Небос. Он находится на Майдане. Ну, загуглите, короче. Вот такой Киев сегодня. Немного серенький, но это ничего. Вроде все равно мило выглядит. Мне нравится Киев. Тут, конечно, не всегда происходят клевые, добрые штуки, но он все равно красивый. Это еще, если вам не хватает смелости, то вы легко можете ее начать тренировать, став видеоблогером. Потому что не каждый человек сможет идти и снимать себя на улице. Даже я не могу. Мне сейчас это так сложно делать. Я пытаюсь абстрагироваться от этого и привыкнуть к этому. И пытаться не замечать взгляды людей, недоумевающие, заглядывающие ко мне в камеру. Я прочитала в книге, что когда мы переживаем о том, что о нас думают другие, мы, скажем так, отдаем им свою жизнь, доверяем им свою жизнь. То есть под их влиянием мы себя ведем не так, как мы хотели бы себя вести. А я не хочу, чтобы какие-то левые люди влияли на мою жизнь. Ну, то есть влияли так, чтобы я не делала того, что я хочу. Блин, тут стройка, короче, все. Нужно быть смелым, чтобы снимать видео. Стройка. Они играют без денег. Вау, хоть кто-то что-то без денег делает в нашей стране. Мне в Инстаграме уже раз 5 написали, что я похожа на Стива Джобса. Ребята, Джобс жив. Олени, Лухан и его семья. Ох, я наелась. Я просто в шоке. Я ела сыреческий борщ, пирожки и тирамису с клубникой. Ах, это было так вкусно. Хочется вернуть время назад. И я объелась. И я заляпала борщом штаны мои любимые.